Молодая женщина идет в модный ресторан со своим женихом и застает своего отца на свидании с любовницей. Но вместо того, чтобы рассказать матери, она преподает ему урок, который он никогда не забудет. Марина после очередного изнурительного рабочего дня, проведенного в оживленном ресторане в центре города, мечтала о минуте покоя, когда вернется домой. Однако, когда она открыла дверь, ее встретил не домашний уют, а пронзительные звуки семейной ссоры. Ее родители, Денис и Клара, были вовлечены в очередную ссору, к сожалению, обычное зрелище, которое, казалось, было часть домашней рутины. В голосе матери слышались разочарование и злость. Она обвиняла Дениса в его обычной небрежности. Денис, в свою очередь, отвечал с явным раздражением. Его лицо было усталым и нервным, что свидетельствовало о том, что он не хотел разговаривать. Марина наблюдала за происходящим со стороны, и на сердце у нее было тяжело от повторения этого цикла обвинений и оправданий. Устало вздохнув, она отвернулась, ища убежище в единственном месте, где она могла найти тишину – в своей спальне. Когда она бросилась на кровать, пытаясь избавиться от охватившего ее раздражения, ее мысли блуждали по лабиринту семейных забот. Почему ее мать не расторгла этот непростой брак? Клара была сильной женщиной, которой не нужно было связывать себя отношениями, которые со временем явно пришли в упадок. Марина не могла понять упрямства или, возможно, страха, которые удерживали ее мать в таком печальном положении. В возрасте 25 лет Марина пережила важный поворотный момент в своей жизни. Собираясь выйти замуж, она все еще жила под одной крышей со своими родителями, и это решение было продиктовано соображениями экономии ресурсов, которые позволили бы ей в конечном итоге обзавестись собственным домом. Однако этот выбор заставил ее ежедневно наблюдать за все более неустойчивой семейной обстановкой. Проблемой, о которой шла речь, всегда был ее отец Денис, который был воплощением суровости и авторитаризма. С детства Клары он отличался грубостью, которая переходила все рамки. Такое отношение относилось не только к его жене, но и ко всем, кто его окружал, включая его дочь. Ссоры стали почти ежедневным ритуалом, и мужчина всегда находил повод для недовольства, чтобы оправдать свои вспышки гнева. «Почему ты ничего не можешь сделать правильно, Клара? Ты даже ужин подаешь медленно!» – крикнул Денис, и его голос эхом отразился от стен дома, напоминая о царящем там напряжении. Женщина, с другой стороны, не стала молчать перед лицом словесных оскорблений. «А как насчет тебя? Когда ты перестанешь вести себя как гость и начнешь помогать по дому?» – парировала она, и в ее голосе слышались годы обиды и усталости. Она сказала это из-за финансового положения семьи, которое зависело от ее пенсионных накоплений, печального воспоминания о несчастном случае на обувной фабрике, где она работала, в результате которого она потеряла работу и была вынуждена досрочно выйти на пенсию. Пресс сдавил ей ногу, что привело к необратимым последствиям, хотя она все еще могла ходить. Эти деньги парадоксальным образом стали одновременно ее спасением и проклятием, поскольку они оплачивали счета по дому, но также служили связующим звеном, которое удерживало Дениса рядом с ней. Скорее из соображений удобства, чем из любви. Именно он контролировал банковский счет и карточки своей жены. Отношения между отцом и дочерью также отличались напряженностью. Этот мужчина кричал всякий раз, когда видел Клару дома в выходные. «Тебе следовало бы уже выйти замуж и уехать отсюда. Ты просто пустая трата денег». Он часто говорил, давая понять, что ее присутствие воспринимается скорее как обуза, чем как желанная компания. Марина чувствовала себя подавленной, пойманной в ловушку окружения, которое подрывало ее покой и надежду. Она жаждала перемен, глотка свежего воздуха, который мог бы вернуть ощущение нормальности и счастья в ее жизнь и жизнь ее матери. Вот почему она откладывала каждый заработанный доллар, чтобы построить свой новый дом вместе со своим будущим мужем. Однажды Денис объявил, что внезапно уезжает в командировку, сославшись на то, что ему нужно пройти собеседование при приеме на работу в другом городе. Новость, хотя и неожиданная,
вызвало у Клары проблеск оптимизма. Возможно, это было именно то изменение, в котором он нуждался, чтобы начать более активно вносить свой вклад в благополучие семьи. Но это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. На следующий день, все еще думая об этом, Марина спланировала приятный день со своим женихом. Они решили прогуляться по парку, чтобы отдохнуть от рутины и домашнего напряжения. Ее мать Клара осталась дома, вероятно, испытывая облегчение от временного отсутствия мужа, и посвятила себя домашним делам, которые, казалось, никогда не закончатся. Однако безмятежность этого дня была внезапно нарушена, когда пара решила продолжить прогулку романтическим обедом. Выбирая модный ресторан за пределами своей обычной рабочей программы, чтобы избежать любых напоминаний о повседневной жизни, Марина и представить себе не могла, что она там найдет. Когда они вошли в заведение, Марина сразу узнала силуэт своего отца. Вот он, Денис, не в другом городе на собеседовании, а прямо здесь, делящийся смехом и интимными подробностями с красивой незнакомой женщиной. Марина еще не оправилась от шока, увидев своего отца с другой женщиной, когда увидела, как он целует ее. Возмущение Марины бурлило внутри, словно буря гнева и разочарования. В тот самый момент она была в шаге от того, чтобы встретиться лицом к лицу со своим отцом и разоблачить его предательство перед всеми. Однако в последний момент ей в голову пришла внезапная идея, которая могла не только раскрыть истинный характер ее отца, но и преподать урок, который он никогда не забудет. Марина сказала своему жениху, что ей нужно действовать немедленно и обдуманно. Затем она достала свой мобильный телефон и, незаметно воспользовавшись идеальным ракурсом, сфотографировала своего отца и его любовницу, не привлекая к себе внимания. Позже, в своей комнате, все еще с тяжелым сердцем от этого открытия, Марина обратилась за ответами к современным технологиям. Приложение для распознавания лиц было ее лучшим выбором. Загрузив фотографию женщины, Марина ждала, и ее дыхание участилось, пока приложение обрабатывало фотографию. Через несколько секунд на экране начали появляться результаты. Профили в социальных сетях и профессиональные страницы. Это выявило людей, похожих на любовницу ее отца. Именно так Марина узнала не только имя этой женщины, которую звали Ольга, но и ее профессию архитектора, а также то, что она была уважаемым и признанным профессионалом в своей области. Девушка просмотрела страницы и тщательно изучила ее, восхищаясь работой Ольги, ее красотой и умом, проявляющимися в каждом проекте и посте. Как такой человек мог связаться с моим отцом? Она недоумевала, все еще не в состоянии осознать ситуацию. Мысль о том, что архитектор тоже стал жертвой лжи Дениса, казалась единственным логичным объяснением. Теперь, вооруженная правдой, Марина была готова привести свой план в действие. Ее цель была ясна – разоблачить ложь этого отвратительного человека и защитить свою мать от страданий, которые она годами молча терпела. Затем, несколько дней спустя, Марина пришла вечером домой, уставшая после работы, и сказала, что у нее есть новости. «Завтра мы с Андреем собираемся показать вам первый проект нашего дома. Нам интересно ваше мнение, поэтому я приготовлю особенный обед». Родители были в восторге. Клара от счастья своей дочери, а Денис от того, что дочь скоро переедет. На следующий день Марина тщательно подготовила все детали праздничного обеда с помощью сотрудников своего ресторана, которые привезли все заказанные блюда для банкета. Стол был накрыт со вкусом, что отражало важность приближающегося момента, а затем персонал ушел. Ее жених уже прибыл и был рядом с ней, разделяя тяжесть напряжения и ожидания. Клара вошла на кухню и восхитилась всем происходящим. Она даже немного приоделась по этому случаю. Денис, напротив, не проявил ни малейшего интереса к тому, чтобы подготовиться к обеду. Он просто сел за стол и сразу же схватил тарелку, глядя на свою жену, ожидая, что ему подадут, как будто это было его неоспоримым правом. Но в этот момент
Марина отругала его. «Успокойся, папа. Мы еще не будем есть. Я жду нашего архитектора». Мужчина презрительно фыркнул и пожаловался, явно не интересуясь тем, что не удовлетворяло его насущных потребностей. В этот момент в дверь позвонили. Когда Марина открыла дверь, там стояла Ольга, архитектор, которая, сама того не ведая, стала центральным элементом плана девушки. Денис побледнел при виде своей любовницы, а сама женщина, которая улыбалась Марине, своей новой клиентке, резко остановилась, увидев мужчину. «Денис, что ты здесь делаешь?» – спросила она с явным замешательством и шоком на лице при виде своего парня, который сидел там. Он запнулся, не в силах сформулировать связный ответ. Затем вмешалась Марина, пригласив ее войти и подготовив почву для откровения. «Ольга, а этот ублюдок – мой отец. Он лгал тебе. Он не богат и не успешен. У него нет никакого имущества. Он просто подонок, который эксплуатирует мою мать». Марина призналась, а ее слова прозвучали со смесью гнева и облегчения. Клара, до этого молча наблюдавшая за происходящим, была ошеломлена. «Что ты имеешь в виду? Что происходит?» – спросила она, и ее голос задрожал от осознания масштабов разоблаченного предательства. «Мам, папа изменяет тебе. Я видела, как он в дорогом ресторане с Ольгой тратил твои деньги», – закричала девушка. Денис попытался встать, ища отчаянный выход из сложившейся ситуации, но Андрей, жених Марины, остановил его. Далее Марина рассказала, как она узнала об их романе, как узнала из социальных сетей Ольги, что ее отец хвастался тем, что он миллионер, чтобы произвести на нее впечатление, и как он тратил деньги ее матери на покупку дорогих подарков для своей любовницы. Ольга, теперь узнавшая правду, была потрясена, и слезы стыда и ненависти потекли по ее лицу. Это открытие не только разоблачило ложь Денис, но и поставило ее в унизительное положение, поскольку она была обманута человеком, которого считала любимым. «Мне так жаль, Клара. Я действительно не знала», – прошептала Ольга. Жена, вооруженная силой, которая, казалось, накапливалась годами недовольства и страданий, резко встала и с железной решимостью ударила мужа по лицу. «Убирайся к черту из моего дома. Если ты этого не сделаешь, я вызову полицию», – сказала она с ненавистью в сердце. Денис, теперь лишенный своего контроля и превосходства, ничего не мог поделать, кроме как подчиниться приказу. Потеряв дар речи, явно потрясенный таким поворотом событий и явным неприятием своей семьи, он вышел из дома. После бурного обеда, который изменил ход их жизни, Ольга еще раз извинилась и в знак благодарности Марине за то, что она вытащила ее из этой ужасной ситуации, предложила им проект дома бесплатно. Марина и ее жених на сэкономленные деньги наконец-то построили дом своей мечты. Это был просторный и уютный дом, настоящий дом, где царили счастье и покой. Они решили пригласить Клару пожить у них, предложив ей не только начать все сначала, но и пообещав более спокойные и счастливые дни. Старый дом был продан, что ознаменовало окончание бурной главы в их жизни, а что касается Дениса, то последствия его поступков настигли его неотвратимо. Без работы, без денег, жены и без поддержки семьи, которая у него когда-то была, он оказался в бедности, вынужденный перебиваться случайными заработками. Мать и дочь решили прекратить любые отношения с этим человеком из-за всего, что он им сделал. Он стал для них чужим человеком, который своими решениями и действиями исключил их из своей жизни. Дорогие зрители, а вы простили бы измену? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.